Всем привет, друзья! Сегодня я покажу вам, как можно зашить вот такую дырку или протертость на джинсах между ног. У меня имеются вот такие джинсы с достаточно сложной дыркой. Она находится прямо у заднего шагового шва. Даже это не дырка, а скорее больше протертость. Видите, сколько ниточек еще там осталось. Итак, будем думать, что же со всем этим делать и как более качественно и эффективно заштопать. Сначала разложим нашу штанину именно там, где дырка. Постараемся выложить ее на гладильном рукаве вот так ровно, как она бы шла по выкройке, чтобы ткань нигде не морщинила, нигде не вытягивалась, и разложить именно ровно. Немножко так прогладим утюгом. Это мы делаем для того, чтобы оценить масштабы дырки, от чего зависит дальнейший способ ремонта. Белые ниточки, которые есть на дырке, я обрежу. Голубые, которые связывают дырку, образуя вот эту потертость, я их оставляю. И думаем дальше, чем мы будем прослаивать изнутри, как бы укреплять нашу дырку, либо кусочком джинс. Этот кусочек остался у меня от подгибки джинс, либо флизелином, вот таким темненьким флизелином с клеевой поверхностью с одной стороны. Это зависит от масштабов дырки. Если дырка прям сильно большая и ни ниточек, ни тканей, протертости внутри ее нет, то тогда без кусочка джинс не обойтись. Очень важно подобрать нитки именно в тон. Я взяла немецкие нитки, тоненькие, но прочные. Надеюсь, тон у меня совпадет. Оценив масштабы именно этой дырки, я решила не пользоваться кусочком джинсовой ткани, чтобы не создавать излишнюю плотность в этой области, и воспользоваться дублерином. Она более мягкая, более податливая, и после штопки, я думаю, будет с такой прослойкой носить брюки комфортнее. Итак, нам необходимо вывернуть наизнанку нашу штанину и выложить так же, как мы выкладывали ее для оценки масштабов бедствия. То есть ровно по лекалу. И теперь мы постараемся нашу дырочку немножко сдвинуть друг к другу, чтобы при этом не оставалось нигде волн, но немножко ее вот так, насколько это возможно, подсдвинуть. Можно закрепить дополнительно булавочками с двух сторон, приколоть их прямо к гладильной доске, сдвигая немного при этом дырку. Вот таким образом. И далее мы будем приклеивать утюгом кусочек флизелина. Хорошенько старайтесь все прогладить. Излишнюю ткань флизелина со стороны второй штанины мы обрежем, она нам не понадобится. Готово. Выворачиваем джинсы и посмотрим, как это выглядит у нас снаружи. Дырочка у нас подсобралась, зафиксировалась, и теперь удобно будет начать нашу штопку. Штопать начинаем мы снизу вверх,
от штанины к шаговому шву. Если делать наоборот, то лапка все время будет застревать именно на этом шаговом шве. Штопать мы будем с заходом на шаговый шов буквально на 1 мм, на один маленький стежок, чтобы нам не заштопать вот эту коричневую нитку, отстрочку шагового шва. Заводим наши джинсы под лапку сверху вниз, именно таким образом, располагая штанины, чтобы наш шов шел от штанины к шаговому шву. Ровненько все расправляем и начинаем нашу штопку. Вперед к шаговому шву, зацепляем его на 1 мм, даем реверс и выполняем шов назад. Чтобы наша штопка получилась аккуратнее, я выбрала самый маленький стежок. Иголка при этом выбирается потолще, 90 или 100 номер, я выбрала 100. И вот так медленно продвигаясь, вниз-вверх, каждый раз захватывая на миллиметр наш шаговый шов, мы продвигаемся по дырке. Можно пройтись туда-обратно несколько раз, чтобы лучше ее забить, чтобы не было пустот и светлых ниток. Старайтесь отстрачивать вокруг дырки дополнительно на 1–1,5 см, чтобы укрепить ткань и вокруг самой дырки, чтобы дальше не пошли разрывы. Итак, наша дырка заштопана. Давайте посмотрим, что же получилось. Вот так это выглядит снаружи. Ниточки совпали у меня по тону. Забила я дырку хорошо, но при этом она не плотная, достаточно тонкая и на ощупь практически такая же, как сама ткань джинс. Посмотрим, что же внутри. Изнутри тоже все достаточно аккуратно. Излишнюю ткань дублерина можно обрезать, все равно она при стирке будет отходить, поэтому мы сразу ее обрежем. Итак, все готово, наша дырка полностью заштопана. И если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, включайте оповещения о новых видео. И я всем желаю хорошего настроения, до новых встреч, шейте и носите с удовольствием.